Недавнее шокирующее событие привлекло внимание как армейских, так и отраслевых наблюдателей. Несколько изображений Ким Тэ-хёна, которые когда-то появлялись в официальной галерее журнала W Korea, как сообщается, больше недоступны. В бурлящем мире высокой моды, где каждая фотография — это тщательно созданное заявление, внезапное исчезновение избранных изображений, естественно, вызывает любопытство. Поклонники почти сразу заметили это изменение, обсуждая его на социальных платформах. Однако, прежде чем домыслы превратятся в реальные истории, стоит учесть рутинные редакционные и юридические процессы, которые часто приводят к таким решениям. От лицензионных ограничений и постпродакшн правок до преднамеренного курирования после выхода номера. Важно, что никаких официальных объяснений ни W Korea, ни фотограф, ни представители Тэ-хёна не дали. Сам инцидент был незначительным, но впечатляющим. 6 августа 2025 года журнал W Korea представил 6 потрясающих обложек для своего сентябрьского выпуска. На каждой из них Тэ-хён был представлен в серии смелых, роскошных образов, ставших его первой серьезной фотосессией после завершения обязательной военной службы. Снимки стали настоящим триумфом. Тэ-хён, обладая своей магнетической харизмой, облачался во все, от элегантных черных костюмов, украшенных золотыми цепями, до воздушных синих ансамблей, создающих впечатление кинематографической элегантности. Интернет был в восторге, поклонники, энтузиасты моды восхваляли смелую эстетику съемки и способность Тэ-хёна воплощать как силу, так и грацию. Однако через несколько дней несколько этих изображений, а также отдельные кадры из онлайн-галереи, были тихо удалены. Никакого официального заявления об этом решении не последовало, что заставило поклонников задаваться вопросом, было ли это осознанным выбором, ошибкой или чем-то большим. Отсутствие этих фотографий, вместо того, чтобы умалить значение съемки, лишь усилило ее таинственность. Чтобы понять этот момент, нам нужно сначала окунуться в мир W Korea. Титан южнокорейской моды и культурной журналистики, запущенный как продолжение всемирно известного журнала W Korea. Заслужил репутацию благодаря своему авангардному подходу к повествованию историй через визуальные материалы. Его страницы — полотно для самых влиятельных художников, дизайнеров и знаменитостей страны. Высокая мода сочетается с культурным комментарием. Для Тэ-хёна стать звездой обложки сентябрьского номера W Korea 2025 года было больше, чем просто очередной фотосессией. Это было культурное событие. Будучи участником BTS, Тэ-хён давно является мировым послом южнокорейского искусства, и его возвращение в центр внимания после службы в армии имело огромное значение. Тематическая съемка «Искусство плюс Азия» была задумана как дань сочетанию творчества и культурного наследия, а Тэ-хён стал ее музой. Его способность передавать как уязвимость, так и силу сделала его идеальным образцом. 6 обложек, каждая из которых отличается своим настроением и стилем, стали свидетельством коллективного видения команды W Korea, включая знаменитых фотографов и стилистов. Но почему такие тщательно отобранные изображения могли исчезнуть?
мире редакционных публикаций, где ставки высоки. Удаление фотографий не так редко. Как можно подумать, хотя это редко привлекает так много внимания общественности. Одно из возможных объяснений кроется в сфере креативного руководства. Такие журналы, как W Korea, работают с неустанным стремлением к совершенству, часто дорабатывая свои работы даже после публикации. Фотография, которая изначально кажется безупречной, позже может оказаться несоответствующей редакционному повествованию. Например, одно изображение может нарушить целостную эстетику галереи, отвлекая внимание от задуманной сюжетной линии. В случае Тэхёна тема сентябрьского номера требовала тонкого баланса драматизма и элегантности. Если некоторые кадры слишком сильно тяготеют к одному настроению, скажем, к откровенно театральной позе или экспериментальному освещению, их могли бы удалить, чтобы сохранить гармонию коллекции. Этот процесс отбора направлен не на преуменьшение объекта, а на усиление общего художественного воздействия. Другая вероятная причина связана со сложной паутиной авторских и лицензионных соглашений, регулирующих редакционную фотографию. В модной индустрии изображения это не просто искусство. Это активы, регулируемые сложными правовыми нормами. Фотографы, журналы и агентства талантов заключают подробные контракты, которые определяют, как и где могут быть использованы изображения. Если конкретная фотография была опубликована в контексте, выходящем за рамки согласованных условий, например, размещена на платформе без надлежащего лицензирования, она может быть быстро удалена, чтобы избежать юридических последствий. В качестве альтернативы фотограф или творческая группа могут сохранить частичные права собственности на изображение, что дает им право удалять определенные кадры по своему усмотрению. Это не отражает результаты работы объекта, а скорее бизнес-решение, основанное на реалиях работы отрасли. В случае съемки Тэхёна вполне возможно, что ошибка с лицензированием или стратегическое решение. Фотограф или журнал W Korea стали причиной удаления определенных изображений. Курирование после публикации также играет роль в принятии таких решений. Журналы часто отслеживают реакцию аудитории, чтобы улучшить свое цифровое присутствие. Если анализ данных показывает, что определенные фотографии менее интересны или не находят отклика у целевой аудитории, редакторы могут оптимизировать галерею, чтобы выделить наиболее эффектные изображения. Эта практика, хотя и прагматична, может показаться неприятной поклонникам, которые дорожат каждым взглядом на своих кумиров. В случае Тэхёна — всемирный ажиотаж вокруг его появления в журнале W Korea, вероятно, усилил внимание к изменениям в галерее. Тем не менее, такие решения являются стандартными в индустрии, которая процветает благодаря точности и адаптивности, гарантируя, что каждое опубликованное изображение соответствует видению бренда. Чтобы понять контекст этого инцидента, рассмотрим аналогичные случаи в мире моды и развлечений, где удаление фотографий вызывало любопытство, но в конечном итоге приводило к обыденным объяснениям. В 2019 году модный журнал высокого класса удалил несколько изображений из цифрового разворота с участием известной голливудской актрисы после того, как фанаты заметили несоответствие в стиле.
Официальное объяснение: фотографии были признаны несоответствующими сезонной эстетике журнала, что было принято после внутренних проверок. Аналогичным образом, в 2022 году фотосессия айдолок поп для люксового бренда была частично удалена с онлайн-платформ из-за лицензионного спора между брендом и агентством фотографа. В обоих случаях удаление касалось не самих знаменитостей, а закулисных механизмов редакционного производства. Эти истории напоминают нам, что гламур фотосессии подкрепляется сложным механизмом творческих и юридических соображений. 1. Особенно показательный случай произошел в 2020 году, когда Европейский модный дом выпустил кампанию с участием восходящей поп-звезды. Кампания стала визуальным триумфом, звезда была облачена в авангардные наряды на сюрреалистическом фоне. Однако вскоре после ее дебюта несколько изображений были удалены из социальных сетей бренда. Поклонники бурно рассуждали. Но правда открылась благодаря инсайдерам из индустрии. Фотограф использовал экспериментальный фильтр, который противоречил минималистскому духу бренда, что побудило к быстрой корректировке, чтобы сохранить целостность кампании. Этот случай подчеркивает ключевую истину. В мире моды, где ставки высоки, даже одно изображение может изменить повествование. И редакторы быстро реагируют, когда ставки высоки. Для съемки Тэхёна в Западной Корее удаление некоторых фотографий, вероятно, проистекает из аналогичных прагматических соображений. Фотограф, чья личность в данном контексте остается неустановленной, возможно, принял творческий подход, чтобы усилить впечатление от галереи. Возможно, несколько снимков, хотя и впечатляющие сами по себе, разбавляли тематическое единство концепции «Искусство плюс Азия». Или, может быть, решение было продиктовано логистическими факторами, такими как необходимость отдать приоритет определенным изображениям для печати, а не для цифрового распространения. Какова бы ни была причина, очевидно, что этот шаг не был направлен на уменьшение звездности Тэхёна. Его присутствие на оставшихся снимках продолжает очаровывать аудиторию по всему миру. Реакция фанатов, однако, добавляет еще один слой к этой истории. Армия. Преданная фанбаза BTS известна своим зорким вниманием к деталям. Когда фотографии исчезли, социальные сети, такие как X, разгорелись теориями и обсуждениями. Некоторые фанаты хвалили оставшиеся изображения, сравнивая мрачную, элегантную эстетику Тэхёна с такими персонажами, как Гомес Адамс, в то время как другие выразили разочарование в связи с потерей дополнительного контента. Этот энтузиазм подчеркивает уникальные отношения между айдолами К-поп и их фанатами, где каждое изображение — драгоценный артефакт. Однако это также подчеркивает разрыв между ожиданиями фанатов и реалиями принятия редакционных решений. Хотя фанаты, возможно, жаждут каждого кадра, журналы работают с более широким видением, сохраняя баланс между искусством, коммерцией и стратегией. Размышляя об этом инциденте, мы вспоминаем тонкий танец, который определяет редакционные статьи о высокой моде. Каждое изображение — это результат сотрудничества